Обсуждение игр и деяний Верховной Личности Бога в обществе чистых преданных услаждает слух и радует сердце. Посвящая этому все свое время, человек быстро продвигается по пути, ведущему к освобождению. А когда он обретает освобождение, его привязанность к Господу становится еще сильнее. Так рождается истинная преданность и начинается преданное служение. Комментарий. Здесь описан процесс духовного развития человека в сознании Кришны и преданном служении. Он начинается с общения с теми, кто обладает сознанием Кришны и занимается преданным служением. Без общения с преданными духовный прогресс невозможен. Одно знание теории и изучение духовной литературы не поможет нам достичь ощутимых результатов. Тот, кто хочет проникнуть в сокровенный смысл деяний Господа, должен прекратить всякие контакты с материалистами и искать Тот, кто хочет проникнуть в сокровенный смысл деяний Господа, должен прекратить всякие контакты с материалистами и искать общество преданных. Люди в большинстве своем верят в существование безличного аспекта абсолютной истины. Из-за того, что они не общаются с преданными, они лишены возможности понять, что абсолютная истина является личностью и действует как личность. Постичь личностный аспект абсолютной истины очень трудно, но без этого не может быть и речи о преданном служении. Нельзя служить или быть преданным чему-то безличному. Служить можно только личности. Непреданные не способны понять смысл сознания Кришны, даже если они читают Шримад Бхагаватам и другие ведические произведения, в которых описаны деяния Господа. Они считают повествование о деяниях Господа мифами или вымышленными историями, потому что не имеют правильного представления о духовной жизни. Чтобы постичь смысл трансцендентных деяний Господа, необходимо общаться с преданными. Такое общение в сочетании с размышлениями о трансцендентной природе деяний Господа открывает перед человеком путь к освобождению. Тот, кто непоколебимо верит в Верховную Личность Бога, утверждается в служении Господу, и его привязанность к общению с Господом и Его преданными становится еще сильнее. Общаясь с преданными, мы общаемся с самим Господом. Вступая в такое общение, человек развивает в себе желание служить Господу, а тот, кто достиг трансцендентного уровня служения Господу, в конце концов обретает совершенство. Satam prasangam mamavir samvidum bhakti karna rasayana katata joshana dasva bhavargavartmani vartmani shada ratir bhaktir anukramishati. Обсуждение игр и деяний Верховной Личности Бога в обществе чистых преданных услаждает слух и радует сердце. Посвящая этому все свое время, человек быстро продвигается по пути, ведущему к освобождению, а когда он обретает освобождение, его привязанность к Господу становится еще сильнее. Так рождается истинная преданность и начинается преданное служение. So in this verse and the previous verses, Lord Kapila Dev is speaking to his mother Devahuti. Итак, в этом стихе и в предыдущих стихах Господь Капиладева говорит, обращаясь к своей матери Девахути. And he's stressing the importance of the association of devotees, sadhus. И он подчеркивает важность общения с преданными, саду. Because sadhus or devotees are absorbed in Krishna consciousness. Поскольку саду или преданные, они погружены в сознание Кришны. So coming into their association, one can also develop Krishna consciousness. И общаясь, соприкасаясь с ними, человек также может развить сознание Кришны. We are very influenced by the association that we keep. Мы находимся в очень сильной зависимости от того, какое общение мы поддерживаем. If a person constantly associates with drunkards, then he may develop also easily the same habits. Если человек часто общается с алкоголиками, то он может развить те же самые привычки. Or associate with thieves, he may also develop the same habits. И общаясь с ворами, может развить такие же привычки.
see. We are very small living entities. Мы очень маленькие живые существа. And we do require to have some association. И нам необходимо иметь какое-то общение. Very difficult to live alone. Очень сложно жить одному. If in a prison, if they want to especially punish somebody, they put him in solitary confinement. Как, например, в тюрьме, если хотят кого-то особо наказать, то его помещают в одиночную камеру. So this is considered a very difficult situation to be in. Это считается очень тяжелая ситуация. So usually people, they like to have society, friendship and love. Обычно люди, они хотят иметь общество, дружбу и любовь. They want a family surrounding them. Они хотят, чтобы их окружала семья. Because this is a natural desire for association with others. Поскольку это естественное желание общаться с другими личностями. Difficult to enjoy something alone. Сложно чем-то наслаждаться одному. Prabhupada also explained that that's one of the reasons Arjuna didn't want to fight in the beginning of the Bhagavad Gita. И Шрила Прабхупада объясняет, что это одна из причин, почему Арджуна не хотел сражаться в начале Бхагавад-гиты. He thought, well, you know, if I kill so many of my relatives in the battle, Он думал, если я убью так много своих родственников в этой битве, and even if I'm victorious, и даже если я одержу победу, you know, there'll be nobody to enjoy the kingdom with. Тогда мне не с кем будет наслаждаться царством. So he was, you know, thinking like that. Он так размышлял. Because, you know, naturally, even for a Kshatriya, you want to conquer, you want to be able to enjoy the spoils of war together with all your family members. Поскольку для кшатрия естественно победить и потом наслаждаться этой победой вместе со своими родственниками, членами семьи. Of course, the brothers were still alive. I mean, the 5 Pandavas were still alive. Ну, конечно же, его 5 братьев Пандавов, они все-таки остались живы. But actually, they would lament, even after winning, Yudhishthira was lamenting, you know, we killed so many of our relatives just to put me on the throne. Но даже после победы Махарадж Юдхиштхира, он скорбел, мы так убили так много своих родственников, просто для того, чтобы возвести меня на трон. Even though, you know, it was Krishna's order, and they as devotees, they surrendered to Krishna and fought the battle. И даже несмотря на то, что это был приказ Кришны, они были преданными Кришны, все равно они скорбели. But they were very, you know, sensitive devotees. Но они были очень чувствительными преданными. And you know, therefore they felt sorry to see so many people, relatives had died. И поэтому им было жаль видеть, что так много родственников погибли. And they performed some yagyas in order to you know, counteract any possible sinful reactions. И они должны были совершить определенные яги для того, чтобы нейтрализовать вот эти возможные греховные реакции. Although there were no sinful reaction, they had acted on Krishna's order. Хотя греховных реакций не было, поскольку они действовали по приказу Кришны. Krishna said, "I'll protect you in the Bhagavad Gita. I'll protect you. Just surrender to me. I'll protect you from all sinful reaction. Do not fear." Кришна сказал в Бхагавад-гите: не беспокойся, я защищу тебя от всех греховных реакций. Do not fear. Не бойся. But anyway, he helped them to perform these yagyas after the battle. Он помог им провести эти яги после битвы. Let them be, you know, pacified somehow. Пусть так или иначе они успокоятся. Let them rule the kingdom, you know, in a peaceful and effective way. Пусть они управляют царством в такой спокойной и правильно и эффективно. Anyhow, yes, we want to have friends and associates. И тогда мы хотим иметь друзей, тех, с кем мы можем общаться. So best that we seek the association of devotees. И лучше всего стремиться к общению с преданными. Make friendship with devotees. И дружить с преданными. It is recommended in so many places that one keep the association of devotees. Об этом говорится, это рекомендуется в столь многих местах, что мы должны поддерживать общение с преданными. Sadhu Sangha, Sarva Shastri Koi, Lavamatra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoy. In the
the Chaitanya Charitamrita is said, associate with devotees, associate with devotees. All the scriptures say that even by a little association with devotees, one can attain perfection. Как говорится в Чайтанья Чаритамрите, общение с преданными, все шастры говорят об этом. Даже небольшое мгновение общения с преданными приводит к достижению совершенства. And Lord Chaitanya, he stressed 5 aspects of devotional service out of 64 total. И Господь Чайтанья подчеркивал 5 видов преданного служения из всех 64. Sadhu Sangha, first he mentioned Sadhu Sangha. И первое это Садху Санга. Nama Kirtan Bhagavat Shravan Maturavas Sri Murtira Shradaya Sevan. Yes, association of devotees, chanting the holy names, hearing the Bhagavatam, visiting the holy places, and worshipping the deity with devotion. Общение с преданными, воспевание святого имени, слушание Шримад Бхагаватам, проживание в святом месте и поклонение божеству с преданностью. Yes, he said that Sakala Sadhana Shrestha E Panchanga Krishna Prema Janmai E Pancha Alpa Shanga. Even a little performance of these 5, it can awaken one's love of Krishna. Даже небольшое совершение одного из этих 5 или какого-то из этих 5 видов преданного служения может пробудить любовь к Кришне в человеке. So yes, sadhu sangha, association of devotees, so important. Итак, садху санга, общение с преданными очень важно. And what does one do in the association of devotees? А чем мы занимаемся, находясь в обществе преданных? Nama Kirtan, Bhagavat Shravan. Devotees chant the holy names together. They hear the Bhagavatam together. Нама Киртан, Бхагават Шраван, преданные воспевают святое имя вместе, вместе слушают Бхагаватам. Worship the deity together. Вместе поклоняются божеству. So here also the same thing in this verse, in the association of devotees, discussion of the pastimes and activities of the Supreme Lord. И здесь в этом стихе то же самое говорится в общении с преданными, обсуждение деяний Верховного Господа, Игоря деяний. Discussion of the topics of devotional service. Обсуждение тем, связанных с преданным служением. This fixes one's consciousness on Krishna. Это сосредотачивает сознание человека на Кришне. Why did Prabhupada create ISKCON? Почему Шрила Прабхупада создал Искон? To give the opportunity for association. Чтобы дать возможность для общения. Just like he said, the businessmen, they gather in the market or in the stock exchange. Как Шрила Прабхупада говорил, бизнесмены, они собираются на рынке или на бирже. And they always talking, so much talking going on. И они говорят, так много разных разговоров. What are they talking about? А о чем они говорят? Directly of Krishna. They are talking, what's the price of this, what's the price of that, what's your price, what's my price? Они говорят, какая цена на то, какая цена на это, какая твоя, какая моя. You see. So in the same way, he said, for those who are interested in hearing about Krishna and advancing about spiritual life, I have it created this society, ISKCON. И точно так же для тех, кто заинтересован в том, чтобы слушать о Кришне и о жизни в преданности, я создал это общество Искон. So in ISKCON centers, what's going on there? И что же происходит в этих центрах Искон? Right from the beginning of the day, there's worship of the Lord and chanting the holy names of the Lord. С самого раннего утра на поклонение Господу и воспевание Его, прославление. Every day Bhagavad class. Каждый день лекция по Бхагаватам. Why did Prabhupada, spend so much energy to write so many books? Почему Шрила Прабхупада потратил столько энергии на то, чтобы написать так много книг? Getting up early morning, 12:30, 1 o'clock. Вставая так рано утром в 12:30 или в час. In the solitude, the quiet of the night. В полной тишине и безмолвии ночи. All disciples were sleeping. Все ученики еще спали. Young, strong
men and women. Молодые и сильные парни и девушки. And the Prabhupada, you know, more than 70 years of age. А Шриле Прабхупаде было за 70. And hardly sleeping and getting up and translating. И он просыпался и переводил. For several hours. Несколько часов. Just to make these scriptures available for the whole world. Просто для того, чтобы сделать эти писания доступными для всего мира. Because he had a strong faith in the order of his spiritual master. Поскольку у него была сильная вера в наставление его духовного учителя. Who told him, you preach Krishna consciousness in the English language and spread it all over the world. Который сказал ему проповедовать сознание Кришны на английском языке и распространять его по всему миру. And also told him, if you ever get money, print books. И он также сказал ему, когда бы у тебя не появились деньги, печатай книги. So Prabhupada gave a lot of attention, not only ISKCON, but BBT. И поэтому Шрила Прабхупада уделял много внимания не только ISKCON, но и BBT. To get these books translated and printed very nicely. Чтобы эти книги были хорошо переведены и изданы. He gave a lot of attention to the design of the books, the pictures in the books. Он очень много внимания уделял редакции, дизайну этих книг, иллюстрациям. That the standard of the English was very good. И чтобы был хороший стандарт английского. In Prabhupada's first Bhagavatams that he published in India, the English is very unusual. И в первых томах, которые Шрила Прабхупада напечатал в Индии, английский был очень необычным. For an English educated person to read it, it looks very quaint. We can say quaint. I don't know if you know that word, quaint. How do you say that? Quaint. Who's got a кого-то есть слова перевести слово с английского на русский? How do you spell? Quaint. Q-U-A-I-N-T. Quaint. Q-U-A-I-N-T. Q for queen, right? Yeah, Q-U-A-I-N-T. Yeah. Queen. Queen. Strange, peculiar, or unusual. Is that what you mean? Or? Yeah, I wanted the Russian word. If there's a specific Russian word for that. But that only gives me the definition, not the Russian translation. Oh, okay. Okay then. Anyway, peculiar you can say. A little bit peculiar. Итак, для образованных людей английский был очень необычным. And maybe actually difficult to understand, you know, for a person who has no knowledge of Krishna consciousness. И на самом деле это было даже трудно понять для тех, кто не знал о сознании Кришны. But you know, for devotees, they can understand. You know, they know how Prabhupada spoke, and they also know that, you know, so much about the terminology. Но преданные, они уже знали, как говорит Шрила Прабхупада, и они уже знали эту терминологию. But Prabhupada, he actually quotes a verse in the beginning of those original Bhagavatams. Но вот в начале того изначального Бхагаватам Шрила Прабхупада во вступлении цитирует стих, which says that the transcendental literatures, they are relished by the Paramahansas, the swan-like men. Там говорится, что этой трансцендентной литературой наслаждаются люди, подобные парамахамсам, трансценденталисты, like swans. подобные лебедям. Yeah. Even if they are imperfectly composed. Даже если она составлена несовершенно. Prabhupada gives an example. If you are in a foreign country where you don't know the language. Как Шрила Прабхупада приводил пример, если вы находитесь
в какой-то стране, и вы не знаете ее язык, and there's fire in your house, и у вас пожар, still somehow you manage to communicate to others, fire, there's a fire. так или иначе вы найдете способ, как объяснить людям, что у вас пожар. So, you know, he said, even though our language is not very perfect, still somehow it is my hope that this message will be communicated. Он говорит, даже если, несмотря на то, что мой язык несовершенен, это моя надежда, что люди смогут воспринять это послание. And of course, in India, he was able actually to distribute those books. И, конечно же, в Индии у Шрилы Прабхупады получалось распространить эти книги. You can see that there's a picture of him presenting them to Lal Bahadur Shastri, who then was the Prime Minister of India. Есть фотография, как Шрила Прабхупада дарит Бхагаватам Лалу Бахадуру Шастри, тогдашнему премьер-министру Индии. I think it was 64 or 65. Это 64 или 65 год. And that Prime Minister gave order that all the government libraries should take all the government department, the government libraries should take set of those books. И этот премьер-министр, он подписал такой указ, что все правительственные библиотеки, они должны иметь комплект этих книг. And when Prabhupada came to America, he just had a trunk of those books. И когда Шрила Прабхупада приехал в Америку, у него был, как сундук, такой большой ящик с книгами. He sold one set to the captain of the ship. Один комплект он распродал капитану корабля. So he had some books at least to begin some preaching. У него были, по крайней мере, какие-то книги с собой, чтобы начать проповедь. But once he got the opportunity, he had some English speaking disciples. Then he made sure that the standard of the English, the editing was very expertly done. Но затем, когда у него появились ученики, которые хорошо знали английский, он сразу же стал заботиться о том, чтобы была хорошая редакция, хороший язык и должным образом все издано. Also so that the Sanskrit scholars would appreciate his books, he's giving this word-for-word translation. И также санскритские ученые, они ценят его книги, поскольку там дается пословный перевод. Well, there's original Sanskrit, then the transliteration, so we know how to pronounce it. Что есть изначальный санскрит, есть транслитерация, чтобы мы знали, как произнести. Then, of course, Sanskrit words can be interpreted in various ways. И, конечно же, слова санскрита можно интерпретировать по-разному. So he's giving word for word to show how he is understanding each word. И поэтому он дает пословный перевод, чтобы понять, показать, как понимать каждое слово. Then he's giving the translation of each verse, whole translation. Затем Шрила Прабхупада дает перевод каждого стиха. And then commentary, purport. И комментарий. And in the commentary he's referring to often to verses from other scriptures or verses from other parts of the Bhagavatam. И в своих комментариях Шрила Прабхупада очень часто ссылается на какие-то стихи из других писаний или из других мест Бхагаватам. And also referring to commentaries of other acharyas. И также он ссылается на комментарии других ачарьев. When Prabhupada was translating Bhagavatam, he always used the commentaries of other acharyas. Когда Шрила Прабхупада переводил Бхагаватам, он всегда использовал комментарии других ачарьев. And he would see what each one of them said about the verse. Он смотрел, что каждый из них говорил об этом стихе. And he would sometimes include things that they said. И иногда он прямо включал в свой комментарий то, что говорят они. Once, when I was in India, Prabhupada sent me to bring some Bhagavatam sets which had commentaries of the different acharyas. Однажды, когда я был в Индии, Шрила Прабхупада меня послал, чтобы я принес комплект Бхагаватам, в котором были комментарии ачарьев. Prabhupada was in Vrindavan at the time. Тогда Шрила Прабхупада был во Вриндаване. And there was a professor in Aligarh University, it's about 3 hours away. И там в 3 часах езды в городе Алигарх в университете был профессор.
And that professor had offered to give a complete set of Bhagavatam with commentaries of acharyas. И он хотел подарить Бхагаватам, весь комплект Бхагаватам с комментариями ачарьев. So I went there, and that professor welcomed me. Я поехал туда, тот профессор принял меня. And on the floor he had two piles of Bhagavatams about this size each. И вот там на полу, вот на такой высоте стояли две стопки Бхагаватам книг. And one pile was 10th canto, and the other pile was all the other cantos. И вот одна стопка это была 10-я песня, а другая все остальные песни. The 10th canto had 11 commentaries, and the other cantos had 8 commentaries. На 10-ю песню существует 11 комментариев, а на все остальные 8 разных комментариев. There are commentaries of Madhavacharya, commentaries of Jiva Goswami, Veer Raghava, Vishwanath Chakravarti, like that. Комментарии Мадхавачарьи, Вираракхавы, Вишваната Чакраварти, Дживы Госвами и так далее. Sridhar Swami. Шридара Свами. And 10th canto had some extra ones like Sanatana Goswami. А на 10-ю есть еще другие комментарии, такие как комментарии Санатана Госвами. So anyway, that man he said, yes, I want to give this book, but I want to become a life member in exchange. И этот человек, он сказал, я хочу подарить эти книги, но в обмен на это я хочу стать пожизненным членом ИСККОН. I said, well, I didn't want to go back without the books. Я сказал, да, хорошо, я не хочу ехать обратно без книг. But I'll ask Prabhupada if it's possible. Но я спрошу Шрилу Прабхупаду, возможно ли это. So he gave me the book. I went back. Он дал мне книги, я поехал обратно. And brought them to Prabhupada. Я принес их к Шриле Прабхупаде. And Prabhupada said, and I told him that he wants to be a member. И я сказал ему, вот он хочет стать участником нашего общества. And Prabhupada said, these books are worth 1,000 rupees. И он сказал, эти книги, они стоят 1000 рупий. And our life membership is 2,222. А чтобы стать лайфмембером, нужно заплатить 2222. So he said, let him pay the balance. И он, Прабхупада сказал, пусть он доплатит недостающее. Then he can become a life member. Тогда он сможет стать нашим лайфмембером. Anyway, I was not staying in Vrindavan. We were on a traveling Sankirtan, distributing books in all the libraries, sets of books. Но я не оставался тогда, не остался во Вриндаване, потому что мы путешествовали и мы по библиотекам распространяли комплекты книг. So, you know, the matter was left to the local temple authorities. И этот вопрос он был передан местному руководству храма. But the gentleman he wasn't ready to pay the balance. Но этот джентльмен, он не был готов доплатить недостающее. And Prabhupada also didn't give the books back. Шрила Прабхупада ему книги обратно тоже не отдал. He would use them when he was in Vrindavan, you know, to see the commentaries of the different acharyas. Он их использовал для своей работы во Вриндаване, чтобы изучать вот эти комментарии ачарьев. I think long after Prabhupada's departure, they made some settlement with the man. И кажется, насколько я знаю, после ухода Шрилы Прабхупады они как-то договорились. But anyway, yes, you know, Prabhupada, his presentation very scholarly. И так или иначе, то, как Шрила Прабхупада представляет книги, это очень научно. When we were on the library party, you know, we used to collect from the professors in the universities and the librarians. We used to collect statements, what they said about Prabhupada's books. И когда я принимал участие в работе библиотечной группы, мы собирали отзывы от профессоров и руководителей библиотек, что они думают о книгах Шрилы Прабхупады. And we printed it in a small color, you know, booklet. И мы это напечатали в цветной брошюре. Nice pictures of the books. С очень красивыми иллюстрациями книг. Statements of, you know, so many different scholars and professors. И высказываниями этих профессоров и ученых. And then we could use that to, you know, to show, to convince others. И мы использовали эту брошюру, показывая другим, чтобы убедить их.
we had nice case like the pilots carry. You've seen maybe it's like a big diplomat. И у нас были такие красивые чемоданы дипломаты, с которыми летчики ходят, похожий такой. We could put many books inside. Можно было внутрь положить много книг. And have those small booklets to give as well. И у нас были вот эти маленькие буклеты, чтобы дарить. So then we could, when we go in the professor's office or librarian's office, we could show many nice books. И когда мы заходили в офис к этим профессорам или директорам библиотек, мы показывали вот эти много красивых книг. So beautifully printed, you know, Bhagavatams and Chaitanya Charitamritas. Красиво напечатанные Бхагаватам, Чайтанья Чаритамрита. You know, they were printed in America at that time. Тогда они печатались в Америке. In India, the printing wasn't so good. Поскольку печать в Индии была не очень хорошая. So it was very impressive. Это было очень впечатляюще. Now the printing in India is much better. They can print same standard. Ну, конечно, сейчас вот этот уровень печати в Индии повысился, они могут также хорошо печатать. But anyway, Prabhupada liked to hear the results. You know, our group, we had 4 vans. И Шриле Прабхупаде нравилось слушать отчеты о деятельности нашей группы. У нас было 4 автобуса. And Prabhupada, most of the time then he was staying in India. И большинство времени, когда Шрила Прабхупада оставался в Индии, in those years, 75, 76, 77. В те годы 75, 76, 77. So, you know, our groups would travel, you know, to different parts of India for about 6 weeks at a time. И наша группа, она путешествовала в разных частях в Индии около 6 недель. And then we would meet together. Затем мы собирались вместе. And usually we'd meet in the place where Prabhupada was staying. И обычно мы собирались там, в том городе, куда приезжал Шрила Прабхупада в это время. You know, once I remember we met in Hyderabad, once in Vrindavan, once in Delhi. Однажды мы собирались в Хайдарабаде, потом во Вриндаване, в Дели. Bhubaneswar, Calcutta, Mayapur, like that. Бхуванешваре, Калькутте, Майапуре. And Prabhupada, he would always ask, you know, what are the results? И Шрила Прабхупада всегда спрашивал, каковы результаты. And he would ask us to read out what the professors are saying И about. просил нас прочитать то, что профессора писали свои отзывы о Бхагаватам. So he took a lot of pride in his books. Он очень сильно гордился своими книгами. A lot of energy he put into producing these books. Поскольку очень много энергии Шрила Прабхупада вкладывал в эти книги. And also very strict with the money of the BBT. И он был очень строг относительно денег BBT. That it was, you know, spent properly. Чтобы они тратились должным образом. And he even said, you know, if the ISKCON has problems, at least the BBT will still be able to go on producing books. И он даже говорил, что если будут какие-то проблемы в ISKCON, тем не менее BBT может продолжать печатать книги. And many statements of Prabhupada that, you know, I will not die, I will live forever in my books. Есть много таких высказываний Шрилы Прабхупады. Он говорил, что я не умру, я буду жить вечно в своих книгах. If you want to please me, distribute books. Если вы хотите доставить мне радость, печатайте, распространяйте мои книги. These books are non-different from Krishna. Эти книги не отличны от Кришны. Krishna has written these books. Кришна писал эти книги. I have not written, you know. Не, это не я писал. Krishna is dictating. I'm just writing, the scribe. Кришна диктовала, я просто записывал. So like that. So important to regularly hear from Srila Prabhupada's book in the association of devotees. Это очень важно регулярно слушать из книг Шрилы Прабхупады в обществе преданных. To hear the Bhagavatam, to hear the Gita, we must hear from the bona fide parampara. Чтобы слушать Бхагаватам и Бхагавад-гиту, это нужно делать через должную парампару. So in this way, you know, Prabhupada has given us the essence of the teachings of the acharyas in his purports. Итак, Шрила Прабхупада передает суть, которую передавали ачарьи в своих комментариях. And given it in a way which is very relevant for the modern world. И он дает это таким способом, что это вполне понятно современным людям. And also, you know, established ISKCON in such a way that
people can see how the knowledge in these books is put into practice. И также он учредил или организовал искон таким образом, чтобы люди могли видеть, как знание этих книг применяется на практике. So, Hare Krishna. Thank you. Any question? Спасибо. Есть ли вопрос? Можете рассказать, вот поделиться впечатлениями, как вы первый раз Шрилу Прабхупаду увидели? Какие были впечатления? Что вы подумали? Как это было? I saw him actually first day I went to the temple in London. Prabhupada was there. I saw him give a lecture. Я увидел его в первый день, когда я пришел в храм в Лондоне. Шрила Прабхупада давал лекцию. Yeah, he was a very unique personality. Он был очень уникальной личностью. And his form was not big, quite short and small. Он был небольшого роста. But his effulgence was very powerful. Но его сияние было очень мощным, могущественным. And he was also very serious. И он также был очень серьезен. He sat on a very big vyasasana. Он сидел на очень большой вьясасане. And he had reading glasses and like this on his nose. У него были очки на носу, он так читал. And had the Bhagavad Gita, I think, was speaking from. Я думаю, это была Бхагавад-гита, он из нее читал. And very serious, but very powerful. Очень серьезно и очень мощно. And devotees also, were very devoted. И преданные тоже были очень преданы ему. Incredibly reverential mood. Они были полностью в таком настроении, как по почтительности, благоговения. So it's a very powerful impression. Это было очень сильное впечатление. I came back after a few days and heard another lecture. И через несколько дней я снова пришел и попал на еще одну лекцию. And devotees invited me to stay in the temple. И преданные пригласили меня остаться в храме. And I was already so much convinced by, by not only Prabhupada, but also by the atmosphere of, among the devotees and enthusiasm of the devotees. И я был уже убежден, и даже не только Шрилой Прабхупадой, но и всей атмосферой в храме, преданными, их отношениям. So yeah, that's the first impression. Таково первое впечатление у меня было. Какой год это был? London. Год. Oh God, 71, 1971. Это было в 71 году, August. в августе. Okay, Hare Krishna. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Shrila Prabhupade ki, Samadhita Bhaktivinoda ki, Nitai